Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео покажу мастер-класс вот такого безумно красивого моря, неба, такой вот пляжной тематики, очень красивого дизайна и комфортного на лето. Дизайн достаточно быстрый и простой, выполняется в 1-2 слоя. Итак, ноготок перекрываем, делаем на ноготке градиент. У кутикулы на ноготок нанесли песочно-бежевый, затем камуфлирующую молочную базу. Третий у нас цвет бирюзовый. И на кончике на свободном крае на четверть насыщенно-голубой. Кистью для градиента гребешок перемешиваем. Начинаем сначала снизу, перемешивая бирюзовый и голубой. И продвигаясь, перемешиваем молоко. Периодически кисть, когда набирается много гель-лака, обтираем об обычную влажную салфеточку и таким образом до верха и немножечко в обратную сторону, чуть спускаясь вниз. В принципе, уже даже в таком варианте можно оставить, у нас дальше будут уже белые разводы, можно в идеале не выравнивать. Но я прохожусь еще вот такими вот стягивающими движениями, обязательно снимаю лишний гель-лак с кончика, чтобы не было там бугорка. Просушиваю 30 секунд, обезжириваю, чтобы гель-лак цвет не поплыл. И на палитру наносим такую полосочку плотного белого гель-лака и обычного топа. Этой же кистью для градиента слегка перемешиваю по центру топ с белым гель-лаком. Ноготок перекрываю матовым топом. Топ не сушим, на непросушенный матовый топ переносим белый гель-лак с палитры. Волнообразными движениями более красивый орнамент, вот эти разводы получается, когда по диагонали ноготка из угла в угол, так вот наискосочек, и немножечко хаотичные такие волнообразные движения переносим вот эти разводы. Безумно красивая фактура получается, высыхает вот этот матовый топ и глянцевый белый гель-лак, но он у нас получается вперемешку с глянцевым топом. Очень красивая вот эта фактура. И вот такое вот море у нас получилось. Просушиваем хорошенько 60 секунд, и дизайн готов. Следующий ноготочек у нас с градиентом наискосок по диагонали. Закрашиваем кистью круглой 1,5-2 мм шириной. Закрашиваем гель-лаком сначала песочным уголочек, затем где-то 2-3 мм в зависимости от длины ноготка наносим молочную камуфлирующую базу. Затем бирюзовый, и четвертый цвет у нас будет насыщенно голубой на самом краешке, на свободном крае. И растушевываем кистью гребешок для градиента сначала вот такими стежками, затем разметающими. Перемешивать сначала молоко с песочным и молоко с бирюзовым. Затем уже бирюзовый стягиваю на густо голубой, насыщенный голубой. Дорабатываю либо продольными, либо поперечными разметающими движениями. И у боковых валиков обязательно уголочком кисти для градиента дорабатываю, довожу до идеала градиент. Все, градиент в один слой, просушиваем 30 секунд, одного слоя достаточно. Если гель-лаки плывут, после просушки обезжириваем ноготок и затем уже перекрываем матовым топом. И на непросушенный матовый топ кистью для градиента переносим с палитры белый гель-лак, немножечко перемешанный с топом. Частично он у нас частично густой белый, частично перемешан с глянцевым топом. Переносим на матовый топ, и все, дизайн готов. Просушиваем 60 секунд. Следующий вариант дизайна. У кутикулы у нас 2-3 мм насыщенно голубого, затем небесно-голубой, камуфлирующая молочная база и песочный. Начинаю я перемешивать цвета снизу. Сначала песочный с молоком с молочной базы, затем молочный с нежно-голубым, с небесно-голубым, и затем уже насыщенно-голубой. Насыщенно-голубой только у кутикулы, буквально пару миллиметриков. Чтобы не возникло сложности, у меня это достаточно контрастные цвета, насыщенный голубой и небесно-голубой. Можно было между ними добавить пару миллиметриков все-таки какого-то промежуточного цвета, чтобы легче цвета перемешались. У меня потратилось чуть больше времени, чтобы перемешать насыщенно-голубой с небесно-голубым, но достаточно быстро все равно градиент этот получился. Также на матовый топ непросушенный наносим волнообразными движениями белый гель-лак и хорошенько просушиваем 60 секунд.
Следующий вариант градиента с добавлением вот такого неонового кораллового. Он слегка неоновый. Добавляем где-то пару миллиметриков, 1,5 или 2 миллиметрика между песочным и камуфлирующей молочной базой. Начинаю также перемешивать снизу. Сначала этот коралловый с песочным, затем коралловый с молоком и молоко уже с небесно-голубым и насыщенно-голубым. Здесь у меня небольшая такая заминочка, мне чуть больше понадобилось времени перемешать. Все-таки здесь можно было добавить пару миллиметриков промежуточного какого-то оттенка. Если имеется в палитре, можно добавить, либо отдельно на треугольничке на палитре намешать необходимый цвет из двух этих цветов и уже нанести тонкой кистью, чтобы долго не перемешивать. Для меня это не составляет труда. Я не намного дольше, на несколько секунд, наверное, размешивал, конечно, вот этот насыщенно-голубой с небесно-голубым дольше. Достаточно контрастные они получились. Вот в один слой градиент, идеально ровный. Ноготок обезжириваю, снимаю липкий слой. Это делаю для того, чтобы при перекрытии матовым топом гель-лаки не плыли. Вот этот небесно-голубой от EMI Open Air, он часто просто плывет, начинаешь перекрывать топом, и он все равно немножечко как-то подпачкивает топ, поэтому я ноготки обезжириваю, прежде чем перекрыть топом. Не все цвета так делают, но вот с этим небесно-голубым, да. Сушим 60 секунд. Следующий вариант дизайна, как уже показывала, с добавлением кораллового между песочным и молочной базой. Также растушевали кистью гребешок поперечными разметающими, продольными. И просушенный градиент перекрою вот такими вот блесточками от Гратола Опал 01. Безумно красивый шиммер. На градиенте это просто невероятно смотрится. Сохнут они 30 секунд в лампе. Этого достаточно за глаза. И затем перекрываем матовым топом. И на непросушенный матовый топ кистью для градиента гребешком переносим вот такие облака. Наш белый гель-лак с палитрой, слегка размешанный с топом, частично размешанный с топом глянцевым. На этом все, дизайн готов. Следующий вариант дизайна на вот этом градиенте с облаками с помощью черной гель-краски для стемпинга, так как она очень плотная, неонового зеленого гель-лака и темно-синего. Намешиваю темно-темно такой цвет морской волны, практически черный. Ноготок, чтобы выровнять вот эти облака, дают все равно какие-то рифления. Чтобы выровнять ноготок, перекрываем его топом, слегка выравнивающим таким слоем. Просушиваем 30 секунд, до конца нам топ не обязательно досушивать, достаточно, чтобы он схватился. И кистью для тонкой прорисовкой прорисовываем намешанной краской гель-лаками, прорисовываем таким образом пальмы. Сначала ствол, ставим жирную каплю по центру и от этой жирной капли растягиваем тоненькие такие волосочки, листочки пальмы. То есть 5 направлений, 5 листьев, и от них уже вот такие тоненькие-тоненькие как бы волоски растягиваем. Прорисовав одну пальму, можем ее просушить несколько секунд и затем уже рисовать вторую. В случае, если у нас вторая не получится и мы ее сотрем, первая у нас уже будет просушена. То есть исправлять придется только одну. Также в центре поставили каплю жирную и растянули по 5 листьям. Просушили дизайн 60 секунд обязательно. Я обезжириваю перед тем, как перекрывать топом, но здесь я решила еще добавить по центру такие более темные прожилочки, как бы. Обязательно эти пальмы хорошо просушить, иначе краска может плыть потом, когда будем перекрывать топом. Все, краску просушили, можно для верности обезжирить ноготок, перекрываем матовым топом и просушиваем 60 секунд. И в заключение добавлю вот такую вот изюминку, металлическую ракушку золотую либо серебряную, кому как нравится, и бульоночки. У меня это густой топ вискос от Поль. Густой топ без липкого слоя, либо какой-то гель для объемных поверхностных дизайнов без липкого слоя, и должен быть достаточно густым, чтобы ничего у нас не сдвигалось, никакие бульончики, пока мы их выкладываем. Выкладываем обязательно, бульончики должны быть утопленные в этом геле или топе. Для того, чтобы все хорошо носилось, промежуточно подсушиваю и прохожусь сверху этим же топом аккуратненько. И
по рифлениям самой ракушки, чтобы она потом не потемнела и никуда не делась во время носки. И на этом все. Наш дизайн готов. Безумно красивая фактура матового топа и глянцевых вот этих облаков, волн. Благодарю за просмотр и не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. А также очень рада вашей обратной связи и, конечно же, лайкам.